Ребята, всем привет! Сегодня шестой урок по курсу музыкальной эрудиции. Сегодня мы будем говорить с вами о музыке эпохи барокко. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И давайте начнем. Музыка барокко появилась в конце эпохи Возрождения и предшествовала музыке эпохи классицизма. Слово барокко происходит от португальского «пирола барокко» – жемчужина или морская раковина причудливой формы. И действительно, изобразительное искусство, архитектура и музыка этого периода характеризовались весьма вычурными формами, сложностью, пышностью и динамикой. Сочинительские и исполнительские приемы периода барокко стали неотъемлемой частью музыкального классического канона. Произведения того времени широко исполняются и изучаются. На рубеже 16 и 17 столетий полифония, господствовавшая в музыке эпохи Возрождения, начала уступать место гомофонии. В отличие от полифонии, где все голоса равноправны, в гомофонном многоголосии выделяется один голос, исполняющий главную тему, а остальные играют роль аккомпанемента, то есть сопровождения. Аккомпанемент представляет собой, как правило, систему аккордов, гармоний. Отсюда и название нового способа сочинения музыки – гомофонно-гармонический. Изменились представления и о церковной музыке. Теперь композиторы стремились не столь к тому, чтобы человек отрешился от земных страданий, но чтобы раскрыть сложность его душевных переживаний с помощью музыки. Основные духовные жанры этого времени – это кантата и оратория. Возросло значение светской музыки, она теперь звучала при дворе, в салонах-аристократах, в общественных театрах и так далее. Сложился и новый вид музыкального искусства – опера. Скрипка, клавесин, орган постепенно превратились в сольные инструменты. Музыка, написанная для них, давала возможность проявить талант не только композитору, но и исполнителю. Ценилась прежде всего виртуозность. Каждый серьезный музыкант теперь стремился получить место либо при дворе монарха, либо при дворе богатого аристократа. У многих представителей знати были собственные оркестры или оперные театры. В конце 16 столетия в Италии сложился художественный стиль барокко. Этому стилю присущи выразительность, драматизм, зрелищность, стремление к синтезу разных видов искусства. Данные черты в полной мере проявились в опере, которая возникла на рубеже 16 и 17 веков. С 1579 года по 1592 в доме графа Джованни Барди собирались просвещенные любители музыки, поэты, ученые. Его посещали и профессиональные музыканты, певцы и композиторы, а также теоретик и композитор Винченцо Галилей, отец знаменитого ученого Галилео Галилея. Участников флорентийского камераты волновало развитие музыкального искусства. Его будущее они видели в соединении музыки и драмы. Тексты подобных произведений, в отличие от текстов сложных хоровых полифонических песнопений, теперь станут понятны слушателю. Идеал сочетания слова и музыки члены кружка находили в античном театре. Стихи произносились нараспев, каждое слово, каждый слог звучали ясно. Так флорентийская камерата пришла к идее сольного пения в сопровождении инструмента. Новый стиль пения стал называться речитативным. Музыка следовала за текстом, и пение представляло собой монотонную декламацию. Музыкальные интонации были маловыраженными, акцент делался на ясном произношении слов, а не на передаче чувств героев с помощью музыки. Ранние флорентийские оперы сочинялись на сюжеты из античной мифологии. Первые дошедшие до нас произведения нового жанра – это две оперы под одинаковым названием «Эвридика» композиторов Пери и Кончини. Созданы они были на сюжет мифа об Орфее. Жанр оперы стал быстро развиваться и прежде всего как придворная музыка. В крупных городах Италии, в Риме, во Флоренции, в Венеции, в Неаполе сложились первые оперные школы. Лучшие черты разных школ соединились в творчестве Клаудио Монтеверди. Во многом благодаря Монтеверди в 1637 году в Венеции открылся первый в мире публичный оперный театр. Там композитор возглавил капеллу собора Сан-Марко. Перед смертью Клаудио Монтеверди принял духовный сан. Монтеверди – автор многих опер, но сохранились только 3 его оперы – «Орфей», «Возвращение Улисса на родину» и «Коронация Попеи».
В основе этих опер монолог-речитатив, в котором ясно звучит каждое слово, а музыка тонко передает оттенки настроения. Монологи, диалоги, хоровые эпизоды плавно перетекают друг в друга, действие развивается неспешно, но динамично. Монтеверди важную роль отводил оркестру. В «Орфее», например, он использовал почти все в то время известные инструменты. Оркестровая музыка не просто сопровождает пение, но сама рассказывает о событиях, происходящих на сцене, и переживаниях персонажей. В «Орфее» впервые появилась увертюра. Это такое инструментальное вступление к крупному музыкальному произведению. Монтеверди писал не только оперы, но и духовную музыку, религиозные и светские мадригалы. Он стал первым композитором, который не противопоставлял полифонические и гомофонные методы. К началу XVIII века сложилась оперная школа в Неаполе. Особенности этой школы – повышенное внимание к самому пению. Именно в Неаполе был создан вокальный стиль бельканто. С итальянского бельканто переводится как «прекрасное пение». Бельканто славится необычайной красотой звучания, мелодичностью, техническим совершенством. В высоком регистре пение отличается легкостью, прозрачностью тембра, в низком – мягкостью и густотой. Исполнитель должен был уметь воспроизводить множество оттенков тембра голоса, а также виртуозно передавать многочисленные, накладывающиеся на основную мелодию, быстрые последовательности звуков, колоратуры, то есть украшения. В XVIII столетии опера стала основным видом музыкального искусства в Италии, чему способствовал высокий профессиональный уровень певцов, обучавшихся в консерваториях. К тому времени в центрах итальянского оперного искусства в Венеции и Неаполе было создано по 4 консерватории. Достигло расцвета и скрипичное искусство. К тому времени в Италии сложилась традиция производства скрипок. Потомственные мастера семейств Амати, Гварнери, Страдивари разработали конструкцию скрипки, способы ее изготовления которые хранились глубоко в тайне и передавались из поколения в поколение. Основатель римской скрипичной школы Арканджело Корелли – один из создателей жанра концерто гроссо, который переводится как «большой концерт». В концерте обычно принимают участие солирующий инструмент или группа инструментов и оркестр. Большой концерт строился на чередовании сольных эпизодов и звучании всего оркестра, который в 17 столетии был камерным и преимущественно струнным. Один из выдающихся мастеров скрипичной музыки – Антонио Вивальди. Он прославился как блестящий скрипач-виртуоз. Продолжая традиции Корелли, Вивальди работал в жанре большого концерта – концерто гроссо. Количество написанных им произведений огромное – 465 концертов, 40 опер, кантаты и оратории. Создавая концерты, Вивальди стремился к ярким и необычным звучаниям. Он смешивал тембры разных голосов, включал в музыку диссонансы, выбирал в качестве солирующего инструмента редкие в то время инструменты, такие как фагот, мандолина, который считался уличным инструментом на то время. Концерты Вивальди состоят из 3 частей, причем первая и последняя обычная в быстром темпе, а средняя часть медленная. Многие концерты Вивальди имеют программу, название или даже литературное посвящение, например, «Времена года» – один из ранних образцов программной оркестровой музыки. Вивальди в этом цикле красочно рисует картины природы. Ему удалось передать в музыке пение птиц в первой части, грозу в 3 части, дождь во 2. Виртуозность, техническая сложность не отвлекала слушателя, а только способствовала созданию запоминающегося образа. При дворе короля солнца Людовика XIV опера заняла важное место. Королевская академия музыки, театр, в котором проходили оперные постановки, стала одним из символов роскоши королевского двора и могущества монарха. Во французской музыке появилась своя разновидность оперы. Это опера-серия, такая лирическая трагедия. Создателем этого жанра стал композитор Жан-Батист Люли. Оперы Люли были крупные, 5-актные. Они отличались пышностью декораций и костюмов, так как требовал этого двор, который желал ярких зрелищ и праздника. Большую роль играли танцевальные номера, которые представляли собой законченные сцены. Идеи французской оперы отвечают требованиям классицизма, то есть обязателен конфликт долга и чувства, но любовные переживания героев показаны с такой выразительностью и глубиной, что становятся центром действия.
Развитие национальной оперы продолжалось в творчестве младшего современника Люли, это Жан-Филипп Рамо. В операх Люли и Рамо сложился особый тип увертюры, позднее названный французским. Это большая и красочная по звучанию оркестровая пьеса, состоящая из 3 частей. Крайние части медленные, торжественные, с обилием коротких пассажей и других изысканных украшений главной темы. Для середины пьесы выбирался, как правило, быстрый темп. Было очевидно, что авторы блестяще владеют всеми приемами полифонии. Увертюра была уже не проходным номером, под которым шумно усаживались опоздавшие, а серьезным произведением, который вводил слушателя в действие и раскрывал богатые возможности звучания оркестра. В области инструментальной музыки во Франции основные достижения связаны с клавиром. Клавирная музыка представлена 2 жанрами. Один из них – пьесы-миниатюры. Простые, изящные, утонченные, в них важны мелкие детали, попытки изобразить звуками пейзаж или какую-либо сценку. Французские клавесинисты создали особую мелодику, полную изысканных украшений – мелизмов. Существовало множество разновидностей мелизмов, они обозначались в нотном тексте специальными знаками. Поскольку звук у клавесина не тянется, мелизмы часто необходимы были для того, чтобы создать непривычно звучащую мелодию или фразу. Другой жанр французской клавирной музыки – это сюита. Такое произведение состояло из нескольких частей танцевальных пьес, контрастных по характеру. Они следовали друг за другом. Для каждой сюиты были обязательно 4 основных танца – алиманда, куранта, сарабанда и жига. Сюиту можно назвать международным жанром, так как она включала в себя танцы разных национальных культур. Алиманда, например, немецкого происхождения, куранта, итальянского. Родина сарабанды – это Испания, жиги – Англия. Каждый из танцев имел свой характер, размер, ритм и темп. Постепенно, помимо данных танцев, в сюиту стали включать и другие номера – минуэт, гавот и другие танцы. Буржуазная революция и гражданские войны завершились падением монархии и установлением республики. Проведенные реформы затронули не только социальную, но и культурную жизнь страны. Пуритане отвергали церковную музыку, созданную в предшествующие столетия. Они сжигали ноты, они разрушали органы. Скрипка была объявлена инструментом греховным. Светское искусство, особенно театр, считался греховной роскошью. В 1660 году произошла реставрация, то есть восстановление монархии. На трон взошел Карл II Стюарт. Художественная жизнь сосредоточилась, как и в других государствах в тот период, вокруг королевского двора. Крупнейший композитор эпохи реставрации – это Генри Пёрселл. За свою короткую жизнь Пёрселл написал много вокальных, инструментальных, музыкально-театральных произведений, наиболее значимая из которых опера «Дидона и Эней». Это первая английская национальная опера. Заслуга создания в немецкой музыке ораторий, кантаты, духовного хорового концерта во многом принадлежит композитору-органисту и педагогу Генриху Шюцу. Он написал первую немецкую оперу «Дафна» и оперу-балет «Орфея и Эвридика». Однако в Германии XVII века опера не получила дальнейшего развития. В стране еще не было общедоступных музыкальных театров, постановки обычно осуществлялись при дворе знатных вельмож, а аристократия предпочитала больше итальянскую оперу. Большим авторитетом в то время пользовался Дитрих Бустехуде. Его сочинения для органа отличались глубоким драматизмом. С именем Георга Фридриха Генделя связано развитие оперы и оратории. В 1702 году он занял пост органиста протестантского собора в родном городе Галле, но вскоре понял, что церковная музыка не его призвание. Гендель переехал в Лондон, где возглавил Королевскую академию музыки. В 1727 году Гендель принял английское подданство. Гендель состоялся как оперный композитор именно в Италии. Известность ему принесла постановка Агриппины в Венеции, а опера «Ринальда», поставленная в Лондоне, сделала Генделя крупнейшим оперным композитором Европы. Он работал в жанре итальянской оперы серия. Музыка необыкновенной красоты, к тому же уже запоминающимися мелодиями, производила огромное впечатление на слушателей. Всего мастер создал более 40 сочинений этого жанра. Однако оперу «Серия» принимали далеко не все.
Композитор очень тяжело переживал подобную критику, и в 40-х годах после провала оперы «Дидамия» Гендель больше не обращался к этому виду музыкального искусства и посвятил все свое время оратории. Иоганн Себастьян Бах при жизни славился как виртуозный органист и прекрасный педагог. Творчество Баха настолько многогранно, что в свое время современники не смогли оценить по достоинству его музыку. В формировании личности и творчества Баха важную роль сыграла музыкальная культура немецкого протестантизма. Не случайно, большая часть наследия композитора – это духовная музыка. К самому популярному жанру – опере в то время он не обращался. Бах никогда не покидал Германии, более того, он жил в основном не в столичных, а в провинциальных городах. Тем не менее, он был знаком со всеми значительными достижениями в музыке того времени. Произведения Баха отличаются философской глубиной, сосредоточенностью мыслей и отсутствием суетности. Важнейшая особенность его музыки – это удивительное чувство формы. За всю жизнь композитор написал более 1000 вокально-драматических и инструментальных, в том числе и органных произведений. Вокально-драматическое творчество Баха включает около 300 сочинений. Это и кантаты, и хоралы, и мотеты, и многие другие. Одно из величайших творений Баха – это месса си минор. Не менее значительно органное и клавирное наследие Баха. Это прелюдии, токкаты, фуги, хоральные обработки. В экспериментальном сочинении 48 прелюдиях и фугах хорошо темперированного клавира Бах использовал возможности нового способа настройки клавира. Он называется темперированным, когда звуки отделены друг от друга равными расстояниями, полутонами. Темперированный строй позволял сочинять музыку в любой тональности, и композитор показал выразительные возможности каждой из них. Оркестровая музыка – еще одна грань творчества мастера. Он написал 6 бранденбургских концертов, клавирные, скрипичные концерты и произведения для скрипки и виолончели. В последние годы жизни композитор почти потерял зрение, и самые виртуозные в полифоническом отношении циклы – это музыкальное приношение и искусство фуги – он был вынужден диктовать. Немного о жанре фуги. Фуга – это наиболее сложная форма полифонической музыки. В основе фуги лежит тема, мелодия, которая проводится по разным голосам. Ее переход в другой голос называется имитацией. Второй голос имитирует, то есть повторяет тему на другой высоте. Обычно фуга имеет 3 части – экспозиционную, развивающую и завершающую. Каждая часть состоит, в свою очередь, из 2 элементов – разработки темы и интермедии, то есть фрагмента, когда тема не звучит и слушатель погружается в другую мелодию. В экспозиции тема развивается в основной тональности попеременно всеми голосами в определенном порядке и по строгим правилам. Затем следует интермедия. Во второй части тема претерпевает различные изменения. Она может звучать на другой высоте, в другой тональности, в уменьшении, то есть сжимается, в увеличении, то есть растягивается. От конца к началу или в обратной последовательности восходящее движение может заменяться также нисходящим и другие способы. Она может звучать на другой высоте, в другой тональности, в уменьшении, то есть сжиматься, в увеличении, то есть растягиваться. Может звучать от конца к началу, то есть в обратной последовательности. Восходящее движение может замениться нисходящим. Нередко применяется наложение темы в одном голосе на ее же звучание в другом, что усиливает напряженность. Третью часть, так же как и вторую, предваряет интермедия. В заключительном разделе тема возвращается в основную тональность. Таким образом, то, что слово «фуга» произошло от слова «бег», не случайно. Голоса все время как бы догоняют друг друга и приходят к согласию лишь в конце. Фуги бывают двойные и тройные, то есть не с одной, а даже с 2 и 3 темами. В экспозиции и во второй части эти темы развиваются отдельно друг от друга, а в заключительном разделе звучат одновременно или меняются местами. Форму фуги композиторы используют для создания органной и клавирной музыки, сочинений для камерного ансамбля и даже оркестра. Немного об инструментах того времени. Предшественника современных струнных смычковых инструментов, то есть скрипки, альта, виолончели и контрабаса, являются виолы. И об этом я уже говорила. Они появились в конце 15-го, начале 16 веков, и вскоре благодаря мягкому звучанию не стали играть ведущую роль в оркестрах. Постепенно виолы были вытеснены новыми, более совершенными смычковыми инструментами.
Над их созданием работали целые школы мастеров. Наиболее известные из них это династии скрипичных мастеров, возникшие на севере Италии. Родоначальник Кремонской школы – это Андреа Амати. Особенно прославился своим искусством Никколо Амати, его внук. Он сделал устройство скрипки почти совершенным, усилил звучание инструмента, при этом теплота тембра и его мягкость сохранились. Семейство Гварнери работало в Кремонии в 17 и 18 веках. Основатель династии Андреа Гварнери, ученик Никколо Амати. Выдающийся мастер Джузеппе Гварнери разработал новую модель скрипки, отличную от инструментов Амати. Традиции школы Амати продолжил Антонио Страдивари. Он также учился у Амати и в 1667 году открыл собственное дело. Страдивари больше, чем другим мастерам, удалось приблизить звучание скрипки к тембру человеческого голоса. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!